Ребята, всем привет! Меня зовут Аня, и если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Бери с собой чай или кофе, присаживайся удобно, и мы начинаем. И первый сериал, о котором я хочу поговорить, это сериал, который называется «Ты». Мы его смотрели около года назад, и там уже выпустилось 2 сезона, ждем уже на 3-й сезон. И автором этой задумки является Кэролайн Кэпнес. Основной задачей героя является добиться любым способом даму сердца. Но этот парень не так уж и прост. Центральный персонаж трудится менеджером в книжном магазине. Находясь на работе, знакомится с девушкой, которую зовут Бек. И с первой минуты он понимает, что он ее добьется любыми способами, чтобы только она осталась с ним. Но, так сказать, время идет, и чувства парня переходят все границы. Превращаясь в такую одержимость, которая несет с собой неприятного характера последствия, однако парень этого не замечает. И спустя некоторое время парень осознает то, что он делает. Поэтому обязательно посмотрите этот сериал, он затягивает с каждой серией. И я вам скажу, что этот сериал не сильно он растянут, то есть в каждой серии что-то да происходит. Следующий сериал — это «Как избежать наказания за убийство». Я уверена в том, что многие из вас о нем слышали или даже смотрели. Профессор Анна Лиза Китинг — блестящий адвокат. Она преподает для студентов дисциплину в университете, которая называется «Как избежать наказания за убийство». Но суть этого сериала в том, что сами студенты ее даже не подозревают о том, что эти все знания, которые она им преподает, им придется в будущем применить их все в своей реальной жизни. Сериал состоит из 6 сезонов, он просто затягивает, я его посмотрела на одном дыхании. Я вообще люблю сериалы, там где побольше полиции, убийства, расследования какие-то. Если вам нравятся такие сериалы, обязательно скачивайте, смотрите, тем более если у вас есть много свободного времени, то этот сериал вам понравится. Оранжевый хит сезона, один из моих, в принципе, все мои любимые сериалы, те, которые я вам сегодня здесь назву. Но все же, оранжевый хит сезона стоит того, чтобы его посмотреть. Этот сериал о женской тюрьме, о американской женской тюрьме. И этот сериал основанный на автобиографической книге американки Пайпер Керман. Девушкам тяжело приходится в тюрьме, и это женская тюрьма, и все они туда попали, понятно, не просто так, не за то, что они себя там хорошо вели в своей жизни. Но все же, этот сериал стоит посмотреть, он учит много чему у нас, и он открывает новые двери о том, как же все происходит в этой женской же тюрьме. Сериал является комедийно-драматическим. Еще один американский сериал, который называется «Почему женщины убивают», был создан продюсером Марком Черри. Сериал, действие которого разворачивается в 3 временных линиях, рассказывает о событиях, пришедших к убийствам после того, как замужние женщины узнают об изменах своих мужей. Сериал совсем не растянут, там всего лишь 10 серий и 1 сезон. И если, например, вы хотите что-нибудь посмотреть на выходных, этот сериал очень сильно вас затянет, и вы его просмотрите, но мы буквально посмотрели за 2 дня. Премьера 1-го сезона состоялась в 2019 году, и из-за высоких рейтингов они решили все-таки продлить на 2-й сезон. Поэтому, если вам понравится 1-й сезон, обязательно смотрите и 2-й. Я вот уже с нетерпением не могу дождаться, когда уже начнется 2-й сезон. Следующий сериал называется «Династия». Он вышел еще в 2017 году, но я его, кстати, посмотрела вот только недавно. Там всего лишь 3 сезона, и в этом сериале рассказывается о 2, так сказать, богатых семьях, о Кэррингтонах и семье Колби. И отношения между этими семьями очень напряжены, они борются за место под солнцем. Очень много драмы в этом сериале, также очень много шуточных приколов. Даже иногда этот сериал и комедийный. Если вам нравятся такие сериалы, обязательно посмотрите. Я думаю, что вы не пожалеете об этом. Сериал «Манифест» — один из моих любимых сериалов, который немножечко с фантастикой, с фэнтези, что-то такое. Мистическая и окутанная тайнами история произошла с пассажирами и экипажем рейса Монтега 828. Люди, находившиеся в небе несколько часов, попали будто бы во временную петлю, которая заставила их пропустить
5 лет в полете. Однако для главных действующих лиц этот перелет казался мигом. Главные персонажи, которые находились на борту самолета, после приземления обнаруживают, что мир изменился до неузнаваемости. Когда они приземлились на Землю, все эти пассажиры, с ними начинают происходить, через некоторое время начинают происходить странные вещи. И главные герои пытаются узнать, что с ними все-таки произошло и где они были. Также в сериале разворачиваются новые сюжетные линии, такие как каждый пассажир слышит о криках о помощи. Сериал учит тому, что нужно ценить то, что вы имеете, и то, что у вас есть рядом. Половое воспитание. Комедийный сериал. В этом сериале снимается известная актриса Джиллиан Ли Андерсон. Кто смотрел секретные материалы, те меня поймут. Но что самое смешное и интересное, то что главный герой девственник, и он начинает в своей школе преподавать, так сказать, секс-терапию для своих же однокурсников. В этом сериале разворачиваются действия главного героя с его отцом, потому что у них отношения непростые, и он впервые влюбляется в девушку-оторву, которая совсем не похожа на него, и они между собой небо и земля. Сериал очень комедийный, и я рекомендую всем, кто любит посмеяться и посмотреть на подростковую жизнь обычных американских школьников. Сериал «Расскажи мне сказку» разворачивается в Нью-Йорке. Истории самых популярных сказок, которые появились в современном мире. И в каждой серии вы увидите несколько историй, которые будут показывать картины из совершенно разных людей. Все эти главные герои встретятся в конце сериала и переплетутся в одну картину. И в этом сериале вы увидите известных сказочных персонажей, таких как Красная Шапочка, Гензель и Гретель, также Волк и 3 поросенка. То есть все сказочные персонажи перейдут в фильм. Очень затягивает этот сериал. Мы смотрели 2 сезона. Я вам скажу честно, первый сезон намного лучше. Если вы любите что-то такое тематическое, о сказках, о приключениях, то этот сериал для вас. Следующий сериал называется «Убивая Еву», и я снова уверена в том, что вы слышали об этом сериале, но вы его еще не смотрели. Это британский телесериал в жанре триллера, основанный на серии романов Люка Дженнингса. Сериал рассказывает о Еве, британской разведчице, которой поручено захватить психопатку-убийцу Виланель. По мере того, как погоня прогрессирует, обе развивают взаимную одержимость. И этот сериал был снят в многих странах. Вы можете в этом сериале увидеть Париж, Милан, Нью-Йорк. И чем закончится эта погоня, смотрите в сериале. Сериал «Утреннее шоу», в котором снимаются 2 огромные звезды американского шоу-бизнеса. Это Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Сериал о том, как 2 совсем разные журналистки борются за совсем разные мнения в обществе. Потому что одна из них привыкла уже много лет, около 15 лет она работает на телевидении, и она привыкла вещать то, что ей положено. Ей дали сценарий, и она об этом рассказывает. А история другой журналистки о том, чтобы показать людям, как все есть на самом деле, как устроен мир и что происходит. И в один прекрасный момент эти журналистки знакомятся и начинают сотрудничать, их сажают за один стол, и они попадают в эфир. И что происходило дальше, обязательно смотрите. Этот сериал немного драматический, он рассказывает о том, что происходит в мире и как это все доносят журналисты. Еще один сериал, в котором снимается Риз Уизерспун, называется «И повсюду тлеют пожары». Сериал о 2 женщинах. Эллен Ричардсон, уважаемая и богатая леди из элитного пригорода, и Мия Уоррен, бедная художница-фотограф и вечная беглянка. Женщины сначала не подружились, но потом все-таки Эллен начинает Мие помогать, устраивает ее в дом, на работу. Также она отдает свой дом, второй, в котором никто не живет, она просто решила ей за копейки сдать его. И она видит, что дочь Мии очень талантливый ребенок, и она в этом начинает помогать. И это все разворачивается в одном сезоне. Очень драматический и психологический сериал. Я обязательно вам советую его посмотреть. И я думаю, что он вам
как сказать, не останется там где-то на заднем плане. Вы все-таки его выделите как один из лучших сериалов. Ребята, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы для себя выберете тот сериал, который вам по душе. Пишите в комментариях, какие сериалы любите вы, делитесь своими отзывами. И это будет полезно как и мне, так и моим подписчикам. Если вам понравилась такая подборка, ставьте пальчик вверх. И мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Не забывайте подписаться, поставить колокольчик. И с вами была Аня. Всем пока!